Потому что в первом случае, если я строю для него, для его семьи, я должен узнать, как эта семья живет. Да? Сколько человек, там, не знаю, какие хобби, там, ну вот, чем подробнее узнаешь, тем более удобным здание потом будет в эксплуатации, именно удобным, да, потому что жизнь семьи ложится, перекладывается на функциональную схему, да, как бы это основа. А образ внешний, он должен родиться на участке, да. То есть ты приезжаешь, там смотришь, топчешься, да, там, как бы я всем рассказываю, что ищу место для очага, и я не вру. То есть это не сказка, так реально, нужно найти место для очага. Очагом в самом широком смысле можно трактовать, да, это и камином может быть, и столовая, да, где семья всегда собирается, там, кухня, ну, то есть вот какое-то центральное место здания. А образ должен оттуда упасть. То есть придумать ничего нельзя. Я как профессионал, да, могу сделать любой дом практически и решить любую задачу так, что с точки зрения архитектуры как науки ты не подкопаешься. Ни композиционно, ни функционально, но при этом это будет вялая шняга. Вот. А откуда рождается образ, я не знаю. То есть архитектор, как любой художник, как мне кажется, да, работает проводником каких-то идей, которые вот просто платоновских идей, которые носятся в воздухе, да, и только хотят быть реализованными. Любой дом, как любое произведение искусства, как ребенок, да, он должен родиться. Если он, ну, как бы он не может не родиться. У него своя жизнь, ты можешь делать что угодно, да, ты можешь там наплевать на стройку, не ездить, да, все равно будет построен так, как было задумано изначально. Либо наоборот, да, ты там вынужден будешь преодолевать, не знаю, там кучу проблемы со строителями, со сменой строителей, там, с капризами заказчика, да, но тем не менее здание выйдет на тот уровень, на который... Это Серега? Так, сейчас. Не, подожди. Мне обязательно нужно снизить и осмотреться. Там, где солнце, там, есть деревья, нет деревьев, можно их срубить, нельзя их срубить. Есть соседи, нет соседей. Ну, то есть, как бы, постараться сделать так, чтобы человек, попадая в дом, чувствовал себя вот на своей планете, да, абсолютно не связанный ни с кем. И, собственно говоря, вот в этот момент образ должен родиться, да. То есть, как он? То есть, я знаю клиента, я знаю, чего ему нравится, да. Я вижу участок и понимаю, чего этот участок может дать. Да. Вот, все, дальше немножко подождать, пока вся эта каша сварится в какой-то колобок, да, и он тебе хоп, и упал. Ну, слушай, ну дальше все просто, да, есть семья, есть там, допустим, 3, 4 или 5 членов семьи. Да, для каждого из них должно быть место в этом доме. Дальше просто разрисовываешь, кто где живет, где они встречаются, как они ходят друг к другу, так, где живут родители, где живут дети. Где живут бабушка с дедушкой, которые приезжают в гости или живут постоянно, да, это иногда так и бывает. Любая ситуация сводится к тому, что есть гостиная, она же место, где встречаются все, да. А дальше вопрос, ну, берем среднестатистическую семью, есть родители и дети, да. Здесь у нас дети, здесь у нас родители. А теперь вопрос. Бабушка с дедушкой, они где должны быть? Значит, бабушка и дедушка. Если бы... Это один вопрос. А второй вопрос, да? Баня с бассейном. Ну давай брать по максимуму. Третий вопрос. Гараж с коллекционными мотоциклами. Зал для занятий бальными танцами и йогами. Бывает? Наверное. Вполне. Плюс еще у нас есть большая куча вспомогательных помещений. Котельная нужна, постирочная нужна, кладовые нужны, правильно? И продуктовая, и чемоданная. Ну, нужно. В любом доме всегда не хватает в первую очередь вот вспомогательных помещений. Вот, впрочем, как и в нашем, да? Это единственное, чего не хватает. У нас для этого работает старый дом в виде сарая. Ну и вот это вот
Все это можно перечислять много-много раз. А дальше у тебя возникает вопрос, да, а кто живет на первом этаже, а кто живет на втором этаже? Имеет ли смысл смешивать с гостиной жизнь детей и родителей? Наверное, нет, поэтому мы детей и родителей поднимаем на второй этаж, внизу оставляем гостиную плюс баня и бассейн, если он есть, да, плюс спортзал, ну, грубо говоря. Вот все, что мы здесь перечисляли. Гараж, ну и гости, включая бабушку и дедушку, которые могут жить постоянно. И вот мы получаем, что у нас уже 2 этажа. Первый этаж — это общественный. Второй этаж — это частная территория, куда не попадает никто. В идеале, конечно, все это располагать на одном уровне, это можно сделать, да, то есть развивая не по вертикали, да, а вот как-то вот так, последовательно блоки вправо-влево, да, и ограничивая свою жизнь. Но, к сожалению, в стране с самым большим запасом земельных ресурсов, да, участки самые маленькие. И на там 20, 30, 40 сотках правильный дом очень трудно расположить. Самые дорогие дома и, наверное, самая дорогая земля находится у нас на Рублевке в Раздорах, да, там и вот рядышком. И туда подальше не понимаешь, а зачем так жить, когда между окном одного дома и второго, да, там 6 метров. Я лучше буду жить в Черемушках. Да. Но, тем не менее, люди делают свой выбор, да, и живут так, как хотят. Ну, так получилось. Вот такие особенности нашего быта. Да? При безграничных просторах, да, у нас участки просто до смешного маленькие, до стыдного маленькие. Поэтому возникает тема любимых наших заборов, да, потому что мы все живем вот так вот друг от друга, да, и нет другого способа друг от друга отделиться, кроме как построить 5-метровый забор. С точки зрения экономики дом должен быть сферическим, потому что на максимум объема у тебя минимум площади. Площадь — это потери тепла. Чем меньше у тебя площадь поверхности стен, тем меньше у тебя потери и затраты на отопление здания. Поэтому с точки зрения экономики сферический дом лучше. Именно поэтому иглу у этих северных народов, да, они круглые. Дальше идеальный дом, вот он. Это следующая фигура, да, с наименьшей поверхностью при максимальном объеме. Большую часть истории жизни человечества, да, люди жили в этих домах. Посмотри, в чем жили в Шумере, Урарту, в том же Египте. Не-не-не-не-не-не. Вот я буду дорисовывать сюда. Да? Можем дорисовывать миллион ответвлений, там, рисовать какие-нибудь лесенки, ставить заборы, рисовать рядом следующий дом, да. Мы получим какую-нибудь деревню шумерскую, протогород. Вот так и было. Куб. Вот то, что мы сейчас имеем, стандартный образ нашего дома, да, вот такого, ну вот с той же трубой. Похоже же, да, там, с дверцей. А почему же общество к круглым домам-то не пришло? Почему они все прямые вот такие? Почему? Некоторые общества пришли. Например, в Африке есть племена, которые живут в круглых домах. Да? Или индейцы в Амазонии. Они строят совершенно круглые дома. Потому что это реально проще построить такое сооружение. Им сложнее пользоваться внутри. Ну хорошо, а почему мы... Дальше, тот же индейский вигвам, да? В принципе, это такая модифицированная сфера, только гнуть ничего не нужно. Юрта. Ну, фактически. Да? То есть минимум потерь, минимум поверхности, максимум площади. Хорошо. Просто у кого чего есть, да, из ресурсов. Европейская цивилизация, да, точно так же, как и наша, пришла вот к этому. Да? Да.
Да. 4 стены, 2 ската. Только потому, что это удобно, да, потому что есть снег, да, есть дождь. И хорошо бы их отвести. Она вот так же с круглого скатывалась, да? Скатывалась круглая построить чуть сложнее, чем вот это. Те же квадратные простые дома в засушливых районах Аравии, там, не знаю, Северной Африки, да практически вот вся вот, да, и Ближняя Азия, и Северная Африка, и Южная Европа, да. Малое количество дождей, нет необходимости иметь гарантированную защиту от протечки. Усложняет. Архитектура рождается тогда, когда мы вот на эту простую схему, да, вот у нас есть, ну это наш вот близкий нам образ, пытаемся сделать его красивым, да. Здесь у нас появляется какая-то резьба на полотенцах, у нас есть окошки, мы начинаем их как-то украшать. Мы начинаем настраивать второй этаж, делать пристройку. Когда появляются излишки, вот тогда появляется архитектура. Избытки ресурсов. Ребята, выключаем электричество повсеместно. Через 2-3 года мы все будем жить в тех домах, в которых жили наши предки. Здесь мы будем жить в срубе, на Украине будем жить в мазанке под соломенной крышей, а в Аравии будут жить вот в этих вот мазанках только квадратных, да, без скатных кровель, потому что там тоже это работает. Все вернутся к своему, потому что именно это и есть устойчивая архитектура. Тут не нужно ни электричества, никаких лишних дополнительных устройств для существования. Все. Ответ простой. Дом придумывать не надо. Самый лучший вариант Так. взять как у соседа и сделать лучше. Вот, так и скажи. Вот я так и говорю. Обращал внимание, да, вот когда попадаешь в старые деревни, да, у тебя же нет как бы ощущения, ну, вот, как бы такого гадкого, да. Все может быть бедненько, да, но аккуратненько, вроде как похоженько, но когда внимательно смотришь на каждый дом, понимаешь, как один сосед хотел переплюнуть другого, там, в наличнике, там, не знаю, Ну там, да, нормально. Переосмысление. да, в каких-то деталях, не знаю, крыльца, еще чего-то. А потом традиции в какой-то момент бац, и отрезались, потому что люди перестали жить общиной, а каждый стал жить сам за себя. Сейчас у тебя отвалится все. Сань, что там? Ну, я снимаю, все хорошо.